В прошлом выпуске дневников разработчиков мы рассказали об изменениях физики игры в 2014 году. А в этом выпуске вы увидите, что ждет графическую составляющую. Если кратко, все станет четче, детальнее, естественнее. Что самое главное в игре про танки? Конечно же, техника. На момент выхода World of Tanks модели состояли где-то из 8000 полигонов. Ограничивающим фактором была мощность домашних компьютеров того времени. За годы существования игры парк машин поменялся, и сейчас на некоторых моделях танков используется вдвое больше полигонов — до 18 000. Однако в скором времени детализация увеличится еще в несколько раз. Самая обычная модель будет иметь около 50 000 полигонов. Сложная — 100 000. На что уходит детализация полигональная? Естественно, все видели 8-гранные катки, которых больше не будет. Все видели там 10-гранные стволы. Естественно, повышенный полигонаж идет в то, чтобы сгладить все округлые поверхности до состояния, когда они не вызывают ощущения карандаша. В какой-то момент постоянное улучшение качества моделей стало оборачиваться проблемой. В игре сотни видов техники, и переделка внешнего вида машин под актуальные мощности домашних компьютеров грозила стать бесконечным процессом. Поэтому было решено изменить саму технологию изготовления моделей. Теперь используется Normal Map. Что это такое? Грубо говоря, сначала делается идеальное изображение танка, которое состоит из миллионов полигонов. Потом модель оптимизируется до состояния, в котором ее смогут переваривать современные видеокарты. И все эти миллионы полигонов, запеченные в текстуру, на экране будут давать детализацию, неотличимую от настоящей геометрии, при значительно меньшей нагрузке на видеокарту. Объекты будут выглядеть более натуралистично не только из-за увеличения количества полигонов. В игру вводится более совершенная система отображения текстур. Цель введения новой модели материалов — это передать, что танки — это большие тяжелые куски железа, чтобы просто по внешнему виду человек чувствовал, что вот эта вот вещь весит. В процессе создания материала любого объекта художники работают с фотографиями и реальными образцами, если они доступны. А с переходом на производство в HD-качестве в их арсенале появился новый инструмент. Для передачи каких-то особых уникальных моментов в фактуре танка мы используем 3D-сканер. Швы, структура поверхности, мелкие детали — все это переносится с реальных танков на машины в игре. Сканирование позволит повысить достоверность моделей даже тех танков, которые никогда не существовали в металле. Для каждой из наций мы сделали подборку некоторых типов фактур. Таким образом, фактура литой башни от русского танка вряд ли подойдет для фактуры, например, американского танка. Теперь внешний вид машин, которые были только в проектах, можно моделировать максимально близким к возможному. Достаточно применить фактуры брони того времени и того завода, на котором планировалось выпускать экспериментальный танк. С большей вероятностью, дойди дело до производства, он выглядел бы именно так. Создание внешнего вида техники — это все меньше плод свободного творчества художника, и все больше результат скрупулезной реконструкции. В результате наших усилий наши танки иногда более соответствуют танкам того времени, чем те экспонаты, которые сейчас находятся в музее. По причине того, что на музейных танках могли быть утрачены некоторые детали, или некоторые детали могли быть восстановлены неаккуратно или недостоверно с исторической точки зрения. Потертости краски, характер деформации тонких деталей. Нигде нет плода дизайнерской фантазии. Все это сделано после изучения принципов и закономерностей износа боевых машин. Танк у нас должен выглядеть как танк, который используется. Историки нам рассказывали, где экипаж находился, куда и как он перемещался, что при этом он мог с собой нести или как он мог воздействовать с танком в определенном участке. Таким образом, мы могли понять, где, шаркая ногами, солдаты могли затереть танк до блеска. Естественно, с появлением новых моделей танков мир вокруг них не мог остаться прежним. Новая система отображения текстур применяется не только на боевых машинах. Постройки, поверхности, вода и скалы стали выглядеть более естественно. Особое внимание уделяется атмосферности карт, то есть все должно выглядеть так, чтобы игрок, поджидая противника в засаде, не просто всматривался в местность, а наслаждался пейзажем. В игре появятся новые эффекты, старые будут переработаны.
первую очередь мы решаем художественную задачу, и мы хотим сделать эффекты более живописными, более жизненными и убедительными для игрока. И если это горит танк, то языки пламени, которые вырываются, они будут огибать какие-то особенности конструкции, башню огибать или, в принципе, красиво закручиваться. Путь эффекта от художника к игроку труден и тернист, потому что он оценивается не только с эстетической точки зрения. Должен пройти некоторые одобрения арт-директора, как он этот эффект впишется в целом в среду. Он должен пройти одобрение геймдизайнеров, так, чтобы этот эффект не мешал игровому процессу. А затем он еще должен пройти одобрение нашего отдела тестирования для того, чтобы, в принципе, этот эффект не понижал FPS. Через это сито не прошли ночные карты, слишком густые дымы от подбитой техники и многое другое. Но то, что осталось, выглядит интересно. Сейчас мы работаем над тем, чтобы добавить больше ветра в наши эффекты, и не только в эффекты, а вообще в игровую сцену. До этого все-таки многие карты, они выглядели немного статично по атмосфере. Природа World of Tanks будет постепенно оживать. Деревья и трава будут реагировать не только на ветер, но и на взрывы от снарядов. От выстрелов и гусениц будет подниматься пыль. Появится смена времен года, будут меняться погодные условия. Мы делаем сейчас эксперименты, которые будут влиять на серверную видимость в зависимости от того, какая сейчас погода. То есть, притом не на уровне, что там на карте постоянно валит снег, поэтому у нас там видимость 300 метров вместо 600. Ну, то есть, может быть и так, а может быть, что у нас снег начнется сильный через 5 минут. И там циклон продлится еще 5 минут. То есть никому не известно, как это произойдет, потому что это будет по команде с сервера. Там может начаться пылевая буря, проливной дождь, который резко сократит видимость. Мы рассказали о наиболее глобальных изменениях в графике World of Tanks. Но это не все. Следите за обновлениями. В этом году вас ждет много интересного. Удачи в бою!